Вы на канале «Это вкусно». Сегодня я буду готовить сушеные колбаски. Называть их можно по-разному: кнуты, пивчики, кабаносы. Но главное то, что это получается очень вкусная мясная закуска из натурального мяса. Список всех ингредиентов будет в конце видео, а мы начнем готовить. Для колбасок мне понадобится постная говядина и довольно жирная свинина. Говядину я очистила от всех жил и пленок и нарезала кусочками. Свинина должна быть с небольшим количеством жира, лучше всего для этого подходит лопатка. Кроме этого, я взяла небольшой кусочек сала. Мясо нужно предварительно посолить. Для этого я использую только нитритную соль. Соль беру из расчета 25 граммов соли на 1 килограмм мясного сырья. То есть это вес и мяса, и сала. Но сало просаливать предварительно не нужно. Его я просто заверну в пленку и заморожу. То количество соли, которое отмерялось для сала, пойдет в мясо, а сало возьмет себе соль уже из готового фарша, когда он будет настаиваться. У меня одинаковое количество говядины и свинины. Солить я их буду отдельно. Просто разделю отмеренное количество соли пополам. Хорошо перемешаю, чтобы соль распределилась. И накрою миску с мясом пищевой пленкой. Ставлю в холодильник на 4-5 дней, чтобы мясо просолилось. Прошло 4 дня. Мясо просолилось. Сейчас его нужно перемолоть на мясорубке. В наборе к мясорубке всегда идет 2 сетки. Одна мелкая, а вторая крупная. На мелкой я буду молоть говядину, а для свинины я использую сетку покрупнее. Перемалываю говядину. Меняю сетку и перемалываю свинину. Готовый фарш пока тоже не смешиваю. Соединяю специи. Половину отправляю к говядине, вторую половину добавляю в свинину. Теперь тщательно вымешиваю фарш из говядины. Он должен стать однородным, без кусочков. Нужно это делать быстро, чтобы фарш не успел нагреться. Он всегда должен оставаться холодным. Температура фарша не должна подниматься выше 10 градусов. Отдельно перемешиваю свинину. Свиной фарш лучше не сильно давить руками, чтобы те кусочки сала, которые в нем есть, не начали плавиться от тепла рук и не обволакивали жиром остальное мясо. Просто лишний жир препятствует вялению. После того, как я отдельно все хорошо вымешала, соединяю оба фарша, перемешиваю и добавлю немного рома или бренди для аромата. Уберу фарш пока в холодильник и нарежу мелкими кубиками сала. Оно из морозилки, поэтому отлично режется. Готово. Достаю из холодильника фарш и смешиваю его с салом. Закрываю миску пленкой и убираю в холодильник пропитаться специями на 3-5 часов, а если позволяет время, то на ночь. У меня на канале есть рецепт мясных джерок из курицы и свинины. Видео вы можете посмотреть, кликнув по ссылке в правом верхнем углу. Хочу сказать пару слов про оболочку. Я сегодня взяла белказиновую оболочку для колбас. Ее диаметр 19 мм, а длина 15 метров. Такого размера хватит примерно на 5-5,5 кг фарша. Оболочка натуральная и полностью готова к употреблению. Ее не нужно предварительно замачивать. Купить такую оболочку можно в интернет-магазинах. Там же можно без проблем приобрести нитритную соль и любые специи. Отрежу часть оболочки, так как вся мне не понадобится.
Шток для начинки колбас у меня тоже диаметром 19 мм, но так как от кончика до основания идет утолщение, я не смогу всю оболочку сразу на него насадить. Поэтому я нарезаю оболочку полосками длиной около 40 см и буду начинять по 2 колбаски. У кого есть колбасный шприц, то там шток есть еще тоньше и он одинакового диаметра по всей длине, поэтому можно насадить на него сразу всю оболочку. Так процесс будет немного быстрее. Наполняю оболочку фаршем, немного не доходя до конца, чтобы можно было завязать край. И также оставляю с другого края. Сгибаю всю эту колбасу пополам и перекручиваю. У меня получились 2 вот такие колбаски. Снова насаживаю оболочку на шток и продолжаю ее заполнять фаршем. Самое время поставить рецепту лайк. Сделайте это, чтобы видео посмотрело как можно больше зрителей. Так вы поможете развитию моего канала. Если процесс у вас идет медленно, то часть фарша можно держать в холодильнике, чтобы он не нагревался. Старайтесь наполнять оболочку равномерно, чтобы не было пустот, но и не набивайте сильно туго, чтобы она не лопнула. Если вы решите сделать колбаски без оболочки, то можно просто выдавить из кондитерского мешка фарш на поддоны сушилки. У меня на канале есть видео, в котором я готовлю куриные колбаски без оболочки. Видео вы можете посмотреть, кликнув по ссылке в правом верхнем углу. Вот такое количество колбасок у меня получилось с 2 килограммов мясного сырья. Завяжу края нитками или жгутом. В таком виде колбаски можно вялить просто в хорошо проветриваемом помещении при температуре около 10 градусов, но на это уйдет около 2 недель. Я поступлю проще. Развешиваю колбаски на специальную решетку, которая есть в моей сушилке. У меня на канале есть обзор по этой сушилке. Если вам интересно, какие продукты и как я в ней готовлю, то можете посмотреть видео, кликнув по ссылке в правом верхнем углу. Устанавливаю температуру 60 градусов и предварительное время сушки 8 часов. Дальше буду смотреть на степень готовности колбасок. В итоге мне понадобилось 12 часов, и вот такие колбаски получились. Дам им немного остыть. Если у вас нет сушилки, то вы можете сделать их в духовке. Просто подвесьте колбаски на решетку. Выставьте температуру 60 градусов и установите верхний и нижний нагрев с конвекцией. Только не добавляйте температуру, так как белказиновая оболочка рассчитана на температуру не выше 70 градусов. В противном случае она может полопаться. И сушите до готовности. Давайте разрежем. Вот такой разрез. Видны маленькие кусочки сала, но пока колбаски еще не полностью охладились и сало не застыло, оно прозрачное. Хотя их вполне можно есть уже в таком виде. Они очень ароматные и вкусные. Белказиновую оболочку можно не снимать, она вполне съедобна. Вот сколько колбасок у меня получилось из 2 килограммов фарша. Для удобства в списке ингредиентов я укажу все дозировки на 1 килограмм фарша. Итак, мне понадобилось 500 граммов постной говядины, 400 граммов жирной свинины, 100 граммов сала, 25 граммов нитритной соли, половина чайной ложки черного перца, половина чайной ложки молотого кориандра, половина чайной ложки сушеного чеснока, 1/4 часть чайной ложки мускатного ореха, 30 мл рома. И вот такая вкуснотища получилась. Готовьте и наслаждайтесь.
Мои любимые рецепты домашних колбас и мясных деликатесов смотрите в этом плейлисте. Понравился сегодняшний рецепт? Поставьте лайк этому видео и не забудьте подписаться на канал. Это вкусно!